Привет, мои дорогие девочки. Поступил такой интересный вопрос. Как имя, смена фамилии, ник в интернете тоже, кстати, как он может влиять на вашу жизнь? И это, кстати, очень интересная тема, актуальная для женщин в первую очередь, потому что мы меняем фамилию на мужнину. Потому что мы иногда представляемся в интернете другим именем, да, не своим, а что-то наделяем. Ну, короче, представляемся не своим именем, да. И еще есть ники. И очень много даже вот на "Ютубе" у вас одно имя и фамилия, к примеру, да, или ник. Там в каких-то соцсетях по-другому вы называетесь. И давайте посмотрим, девочки, как то или иное ваше имя, возможно, не настоящее, а псевдоним. Или, вы что-то такое вот выбрали, с чем вы себя ассоциируете. Давайте посмотрим, как это на любовную сферу влияет. На любовную в первую очередь, да, то есть сделает ли нас, в принципе, счастливее. У нас есть отдача любви, либо получение любви с нашими этими новыми никами, новыми именами, фамилиями, псевдонимами. И давайте посмотрим. У нас будет 4 варианта, поэтому вы можете загадать свой ник, например, в одном месте, имя и фамилию в другом месте, или как вы представляетесь, к примеру, незнакомым мужчинам, или как бы вы хотели называться по-новому, к примеру, да, или вы сменили фамилию, что вам эта фамилия принесла, или вы сменили имя, что вам это приносит. Поэтому это такой будет более общий расклад. Вы можете загадывать тут любое, что связано с вашими именами, фамилиями, псевдонимами, никами. И мы с вами вот так вот более-менее эту тему рассмотрим с точки зрения любви. Поэтому Монара, девочки. Взаимодействие с мужчинами, либо с женщинами, там, с кем угодно. Посмотрим, как вот определенное ваше имя влияет. И вы, кстати, можете выбрать несколько вариантов и посмотреть, и, возможно, вам это пригодится. Потому что вы, может быть, замечали, что у девочек разные такие ники есть и в интернете, и там в Телеграме, или еще где-то. Кто-то вот что-то выбирает близкое себе. А как на это реагируют другие? Давайте посмотрим. Но будет сюда ударение на любовь, на отношения. 4 варианта. Ну что, девочки, поехали. Так, первый вариант. Кто сюда загадал ваше имя, ник и фамилию или еще что, псевдонимы? Как это влияет на вас? Очень важно. Это реально очень важно в вашей жизни. И вот этих вот, и когда вы меняете имена, фамилию, псевдонимы, ну тут я в общем буду говорить просто имя, да, вы меняете, то действительно вам его надо менять. И вам надо как-то вот так называться, как вы хотите называться, да. То есть ваше имя много что в себе несет. 20-й старший аркан суда, девочки. Это говорит о том, что очень важно, через какое имя вас воспринимают вообще мужчины. Они так вас запоминают, они вас так характеризуют. Даже если это просто смена имени, либо это смена фамилии. То есть мужчине будет очень важно, если вы будете брать его фамилию. Он будет ассоциировать вас вот прям со своим родом, скажем так. Если он видит ваш ник в интернете, который, как вы называетесь, он так вас и будет, в принципе, даже и называть. Или уже называет. И ассоциировать какие-то песни с вами, да, свое взаимоотношение с тем предметом, либо с тем именем, или ну, с тем смыслом, которое вы закладываете в свое имя. Поэтому имя вам можно менять, да, называться в сетях, как вы хотите, вы можете называться, но обратите внимание, что это будет поворотным в общении людей с вами. Поэтому, когда вы закладываете что-то в свой псевдоним, в ник в интернете, как вы называете свою электронную почту, да, это
реально то, на что надо вам обращать внимание, потому что очень сильно это внимание обращают мужчины, как минимум, на вас. Ну и мужчины, и женщины, кого-то только нет. Давайте еще посмотрим, как влияет на вас то, что вы сюда загадали. Положительное влияние идет. Положительное, девочки. Но единственное, что вот положительно-то положительно, но если, например, вы назоветесь мышь несчастная серая, допустим, да, то оно таки будет на вашей судьбе отыгрываться. Поэтому выбирайте себе вот то, что вы хотите. Вы хотите, например, быть более красивой, выбирайте себе ник там красивая. Или там, ну, вы поняли, да? Или более красивое имя, которое больше с вашей характеристикой, с вашими вибрациями сходится. Это важно. У вас реально очень сильно влияет все, что вы пишете, с чем вы себя ассоциируете и кем вы себя называете на вашу жизнь. Особенно это влияет на мужчин, так как это мы на Монаре гадаем и упираемся в эту любовную тему. Я вам даже скажу, кто не замужем, девочки, да, ваше замужество будет с этим тоже сильно связано, с этими никами, псевдонимами, эм, в общем, так, как вы себя ассоциируете, да. Потому что, например, я замечаю, как некоторые, например, девочки, они не, они, например, выходят замуж, но пытаются остаться на той же фамилии. Либо они пытаются, ну, в соцсетях остаются на той же фамилии, а фамилию мужа как бы, ну, не меняют, да. Это, кстати, вот тоже для людей много что говорит. А в вашем случае это особенно 2 старших аркана, 14 это и умеренность, да, но с другой стороны это и брачная карта. Поэтому, мои дорогие, мои девочки, выбирайте реально осознанно, выбирайте вот самые лучшие ники, самые лучшие псевдонимы, самые лучшие имена и самые лучшие фамилии для того, чтобы получить кайф от этой жизни. Потому что вы увидите, что м, оно вам помогает жить, реально. Очень помогает жить, девочки. Кто хочет сменить имя, милости просим. Кто хочет сменить фамилию на мужнину фамилию, и потому что вы очень любите мужа и хотите с ним улучшить отношения, меняйте, девочки, да. Ну, в общем, все, что бы вы не хотели сделать со своим названием на этой планете Земля, это все будет влиять на вас, на вашу линию жизни хорошо. И это нужно делать. И о том, как вы называетесь, нельзя забывать. Понимаете? И всегда вот, ну, лучшего, добавлять лучшего, и вы сами даже потом будете все лучше и лучше и лучше, мои дорогие. А давайте еще глянем. Одну карту вытянем. Ваше имя, ник, фамилия, как влияют на вас. Они вас выводят, первое, из зоны комфорта, из зоны или из зоны того неестественного состояния, когда вы думаете, что вы бы могли бы жить лучше. И вот если вы загадали этот первый вариант, да, он не просто так вам дан. Обратите внимание, почистите, если вы хотите, например, с мужем лучше жить, назовитесь там в Одноклассниках или где там, к примеру, кто сидит, да, его фамилией. Если вы хотите более мелодичное имя для себя, называйтесь этим более мелодичным именем, и люди так будут вас и воспринимать, и называть. Вы вправе, в принципе, выбирать свое имя на самом деле. И ник, и псевдоним, и все остальное. Поэтому здесь вам все разрешено, все, как говорится, пути дорожки открыты. Но если вы себя в негативном плане как-то называете, да, или как-то анонимус, или там мышь серая, там, или еще как-то, да, оно тоже не, вот будет как-то негативно влиять в восприятии другими людьми вас. Старший аркан суда, девочки. Это важно. Важно. Блюдите, пожалуйста, вот чистоту и красоту собственного имени. Такое, которое вам нужно, то, которое вы хотите, и пусть все будет хорошо. Не закрывайте на это глаза. Потому что даже вот с электронной почты, с которой приходит резюме, да, и там что-то такое хорошее вот написано, да, ему даже
хочется верить. Вот понимаете, всем людям хочется верить в счастье, да, и вы вот этим вот, вы это свое счастье вы несете другим людям через свое имя, понимаете, которое они называют, которое они зовут. Вот такой вот первый вариант. Второй вариант, давайте посмотрим. Ваше имя, ник и фамилия. Как влияет на вас? Но я вам скажу так, вас запоминают. И дело в том, что если уже говорить именно о мужчинах, мои дорогие, да, то тут вот сложности, есть определенные сложности в том, кем вы являетесь. Вот смотрите, девочки, если вы носите фамилию бывшего мужа, а вы с ним уже развелись, да, и вы ищете вот эти вот новые отношения, новую любовь и все остальное, тут, возможно, вот эта вот прицепка к прошлому на вас влияет. Но, например, даже если вы носите фамилию бывшего мужа, надо к ней так относиться, что я ее сменю на новую фамилию, какой бы она там ни была. Понимаете? Если девочки, еще ваши ники очень сильно ассоциируют ваше имя. Ну вот я имею в виду смена имени, да, смена фамилии, псевдонимы, не настоящие имена в соцсетях, к примеру, да, они держат вас с прошлым. Понимаете? Тут такой момент. Если вы хотите начать новую жизнь, начинайте с нового ника, с нового псевдонима, с нового имени даже. Я не говорю прям это все менять на уровне там документов и паспортов хотя бы, да, но обратите внимание, что если вам хочется, вы это имя должны сменить, тогда у вас как бы и новая жизнь пойдет. Давайте еще посмотрим. Ваше имя, ник, фамилия, как они влияют на вас. У вас что-то должно быть связано с любовью. То есть вы, вот смотрите, туз и десятка, червовые выпали, да? Это очень важно, девочки, в плане того, любят ли вас люди. Если вы хотите, чтобы вас любили новые люди, добавляйте к своему нику, псевдониму, каким-то названиям в сетях что-то новенькое, что-то неизведанное, да? Даже для вас, возможно, ну, что-нибудь, как говорится, мелодичное, хорошее, связанное с любовью. Понимаете? И вот тут вот реально, чем больше вы называетесь, даже вот, например, на сайтах знакомств вы можете все время менять свой ник. Не обязательно там писать, например, чисто свое имя. Я, например, иногда даже я помню, как я называлась тоже разными именами. Да, точнее, не именами, а никами, да. То одно время одним было, то другим. Вот какое у меня мироощущение, чего я хочу, да, то так я по-разному и называлась. И действительно, это, когда потом тебя человек спрашивает, ну, а что это у тебя такое за имя, да? Он может спросить, а может не спросить, но человек этот обязательно подумает о том, что ваше имя обозначает, понимаете? И у вас ваше имя должно проецироваться не на прошлое, а на будущее. Понимаете? Вот, допустим, вы хотите дочку назвать каким-то именем, которое вам нравится, да? Назовите новую почту или там, ну, какой-нибудь ник, псевдоним в интернете, на форумах, где вы там сидите, да, вот этим именем. То есть пусть ваше имя, ваш ник, псевдоним будет ассоциироваться у вас с вашим будущим, но не с прошлым. Понимаете? Потому что все, что связывает вас с прошлым, это, девочки, грусть. Понимаете? Чем больше у вас вот этого вот, чем больше накапливается в вашем имени, в псевдониме, в нике, в фамилии какого-то прошлого накапливается, это тот груз, который вы несете. И, возможно, у кого-то это чемодан без ручек. Поэтому, если вы устремлены в будущее, девочки, и хотите этот путь в будущее облегчить, пожалуйста, показывайте это в своих никах, псевдонимах, в интернетах, как говорится, да, в приставках к имени и все остальное. К любви это имеет первоочередное отношение, на самом деле. Первоочередное, девочки. Вам груз прошлого в ваших псевдонимах, никах,
в каких-то названиях почт, да, а, м, мешает жить. И, кстати, тут даже не с именем будет просто связано, да, дело, но, например, и с номерами телефонов. То есть, если вы хотите забыть вот то, что вас мучает с прошлого, можно даже поменять номер телефона. Ну, то есть вот сменять и идти в будущее. Вот как поменять номер телефона. Мне тогда не смогут тогда звонить мои там какие-то бывшие, у которых мой номер телефона остался. Да пошли они в одно место. Вот новый телефон, новая жизнь, новые знакомства, новая записная книжка, девочки. Почему бы и нет? Вот все, что вы сюда загадали, там, проецируйте, пожалуйста, с будущим. Потому что вот то, что даже вы себя по-новому как-то назовете, оно у вас накапливает вот бытие, смена событий, да, и потом, например, вам хочется начать новую жизнь, хоба, изменили ник, хоба, изменили там фамилию и все остальное, и будет уже такое вот будущее, понимаете? Вот такой вот второй вариант. Третий вариант. Давайте посмотрим. Ваше имя, ник, фамилия, псевдоним. Как они влияют на вашу жизнь? Знаете, девочки, не особо влияет на окружающих, сколько это, в принципе, то, что влияет на вас. И если вам это нужно, то делайте это, потому что вы это делаете не для каких-то других людей, вы делаете это для себя. И вы достаточно очень четко можете выбрать псевдоним, ник, как-то себя охарактеризовать, что действительно, да, воспринимается людьми так, как и вы хотите, чтобы оно воспринималось. Давайте еще посмотрим. Ваше имя, ник, фамилия. Как влияет на вас? 18-й старший аркан Луны. Вы это делаете очень красиво. Это что-то западает в душу. Ваши ники, вот, девочки, если кто-то не работает в компании по дизайну логотипов, то вам стоит об этом задуматься, потому что вот эти слоганы, логотипы, короткие слова, рекомендации там к действию, да, сникерсни, там, передохни. Ну, это я так говорю, да. Вот то, что на устах у людей остается, это потому, что у вас внутри есть такой отличный маркетинг, отличное чувство собственного достоинства, которое вы даже в одном, в двух словах, в нике, в псевдониме, даже в имени, фамилии несете гордо какие-то такие интересные вещи в себе. Вы очень талантливы в создании вот этих вот коротких речевок каких-то, да, и даже дав какие-то клички, названия, псевдонимы выбирая для других людей, вы очень четко умеете вот прям попасть в точку, описывая других людей, ну и, собственно, себя. Поэтому, девочки, если у кого-то написано, что вы королева, то это значит так и есть. Если у кого-то написано, да все что угодно, девочки, это прямое попадание в точку. Это касается и именно вас, и тех людей, которых вы называете каким-нибудь ам, двухсмысленным словом, либо какой-то двусмысленной фразой, да, вы просто кладезь богатого, скажем так, языка, да, то, что не дано другим. Поэтому ваше имя, которое вы сейчас именно используете, они очень четкие, они очень крутые, классные, много что говорящие, и все нормально. Вот если кто-то здесь загадал, например, и то, что вам не нравится, как оно на вас влияет, да, это говорит о том, что старший аркан еще Луны, да, что оно вам придает шарма и перчинки. И даже если вот что-то вам незвучное, некрасивое вы сюда здесь загадали, да, может кто-то переживает там из-за фамилии и все остальное, не переживайте. Дело в том, что потом вы даже, может, повзрослеете, либо что-то такое интересное переживете, что вы даже будете гордиться этим. Есть очень незвучные, скажем так, фамилии, да, но которые на устах, и ты понимаешь, что это очень крутой человек. И даже вот сама фамилия такой вот становится весомой и несущей. Понимаете? И, возможно,
вы существуете, работаете, что-то творите и считаете, может быть, свою фамилию там неблагозвучной, но менять ее здесь не надо, потому что вы наполните этот сосуд особым своим смыслом, понятным окружающим людям. Понимаете, девочки? Тут, в принципе, все норм. Вот такой вот третий вариант. И давайте посмотрим четвертый вариант. Ваше имя, ник и фамилия. Как оно влияет на вас? Девочки, влюбленные выпали. Что бы вы сюда не загадали, это связано с любовью. То, что вы сюда загадали, привлекает мужчин. Оно им нравится. Оно ассоциируется у них с вами, с какой-то музой девочки, да. То есть то, что вы сюда загадали, будь то псевдоним, ник, свое имя и фамилию, для кого-то это прям как икона. Понимаете, икона стиля. Я хочу такую, как вы. Это имя, которое вы носите, да, или псевдоним, которым вы себе называете, это для кого-то является источником вдохновения и любви, девочки. И тут по-любому, понимаете, если вы даже думаете, если у вас вдруг никого нету, вы учтите, что у вас тут есть не слабый такой поклонник именно вашего имени и фамилии. Возможно, помните, песня такая Света? Блин, я хотела только что вспомнить вам песню про такую вот старинную. И забыла, прям выскользнула, прям перед тем, как озвучить, сразу выскользнул. Ну, у меня 3 часа ночи, девочки, и поэтому, может быть, это на меня влияет. Но у вас есть тайный поклонник, влюбленный, для которого ваше имя, ник, фамилия, имя, это не просто какое-то благозвучие, это то, чем человек дышит и чем живет. И просто я вам даже пример расскажу, девочки. Вот просто пример из своей жизни, да. У меня было так, да, что каким бы я именем ни называлась, человек, который меня в свое время так очень сильно любил, я бы даже сказала, что и сейчас любит, да, ну, кармический мужчина, но я с ним не общаюсь. И он, короче, в интернете искал себе девушек, у которых такое имя, как у меня, и созвучная фамилия. Потом, когда я, например, как-то называлась по-новому, да, он потом даже слушал песни, связанные вот с этим словом, понимаете? И вот у вас такой же есть мужчина, девочки. Такой же мужчина. Давайте еще глянем. Ваше имя, ник и фамилия, как влияет на вас? О, боже мой. Ну вот то, что 19-й старший аркан солнца. Вы для кого-то муза. Ваше имя, ваша ник и фамилия — это что-то очень дорогое и любимое, девочки. Даже если вы будете менять имена, фамилии, псевдонимы, ники в интернете, да, каждый раз оно к этому нику, псевдониму, имени и фамилии будет прилипать какой-то обожатель. Понимаете? И, возможно, наверное, чем больше раз вы поменяете, тем больше этих обожателей каких-то кармических будет. Ну, у вас 2 кармических аркана, что я должна сказать, девочки. Понимаете? Допустим, даже я вам скажу так, если вы, например, имеете один ник на одном, там в Телеграме один ник, допустим, в Вайбере вы называетесь по-другому, в ВКонтакте по третьему, в Одноклассниках по четвертому, на Ютубе по пятому, да, то у каждого вашего имени есть ваш какой-то определенный поклонник. Понимаете, который знает вас через этот ник, через который вы ассоциируетесь и через который вы его вдохновляете в любви. Это реально так, девочки. Очень вы сильная и очень светящиеся у вас ники, псевдонимы, имена для людей. Этот мужчина, и мужчина или мужчина, девочки, которые очень сильно чахнут по вашим именам, да,
они, в принципе, тут воздушными выпали, но выпали еще пажовыми, да. То есть, да, вы их возбуждаете, вы являетесь их музами или его музой, да, но получается, что он как все равно до вас дотянуться не может. Вы как кармическая женщина, которая, выбирая себе псевдонимы и ники, притягивает каких-то определенных мужчин, которые просто как банный лист пристал, понимаете? И для которых вы становитесь роковая женщина, которая даже где-то, даже не зная, решает их судьбу. Это, девочки, тайные поклонники, поклонники ваших имен, понимаете? И тут фишка в том, что вот по этим двум воздушным картам вы не всегда это даже замечаете. Настолько, но на ваши имена настолько сильны, что это, конечно, капец. Вот как по мне, да? Капец, это значит 100%, девочки, в переводе с моего языка. Так, да, невозможность быть, ах, какая женщина, мне б такую, девочки. Это ваша песня про вас, понимаете? В шумном зале, ресторане. Вы очень сильно привлекаете мужчин своими именами. И вот они, девочки, страдают, да, от того, что где-то вы их не видите. Но и не надо их особо видеть. Это просто на картах здесь так выпадает. Они не являются вашими кавалерами такими, да. Вот те, которые чахнут от ваших имен, это ваши поклонники, чью жизнь вы меняете, но они не меняют вашу. Понимаете? Вот такие вот дела, мои дорогие. Мы такой общий небольшой расклад сделали, но сделали. И тема довольно-таки интересная. Все, любимки. Подписывайтесь в Телеграм. Люблю вас, целую, обнимаю. Пока-пока.